Итак, друзья, всех приветствую. Ну что, по поводу утиль-сбора сейчас множество различных версий ходит. Кто-то говорит, что ФТС не одобрил поправки и хотят отложить эти поправки до 1 января 2026 года. Кто-то говорит, что все-таки ведут. В общем, множество различных слухов. Не будем ни на что подаваться, просто нужно дождаться 1 ноября, и все станет ясно. Но все же, если это ведут, даже если отложат до 1 января 2026 года, какие-то там поправки изменят, цифры, может быть, подкорректируют, но, скорее всего, все же этому быть. Если это вводится, то не стоит паниковать. В прошлом выпуске я вам показывал, какие же автомобили можно везти до 160 лошадиных сил из Китая. Сегодня мы разберем, что же можно привезти из Кореи. И сегодня разберем не только кроссоверы, но и несколько моделей седанов. Итак, я подготовил для вас небольшой списочек, и давайте сначала пройдемся по кроссоверам. Первый кроссовер, который пользуется популярностью, это Hyundai Venue. 1,6 литра двигатель, 123 лошадиных силы. Небольшой кроссовер, но пользуется популярностью, потому как выглядит необычно и достаточно компактный. Итак, следующую машину, которую можно привезти до 160 лошадиных сил, это Kia Seltos. Тоже компактный кроссовер, но немножко побольше Hyundai Venue. Имеет 1,6 литра двигатель, 136 лошадиных сил. Присмотритесь к этому кроссоверу, довольно популярный и в России, и в Корее. Часто его заказывают. В принципе, нареканий по этому кроссоверу не было. Итак, следующая машина это Hyundai Kona. Лично мне очень нравится этот кроссовер. Выглядит необычно, стильно. Имеет двухлитровый двигатель, но мощность 149 лошадиных сил. Соответственно, не попадает под новые поправки утиль сбора. Следующий кроссовер, который мы можем привести, Hyundai Casper. Необычный кроссовер, такой маленький, он имеет всего лишь 1 литр двигатель и 77 лошадиных сил. И также есть литровый двигатель с мощностью 100 лошадиных сил. Необычный действительно кроссовер, посмотрите, присмотритесь к нему. Компактненький, городской такой автомобильчик. Следующий кроссовер, который тоже стильно, по моему мнению, выглядит, это Chevrolet Trailblazer. Имеет двигатель 1,3 литра объем и 155 лошадиных сил. Вот эти вот кроссоверы, друзья, можно привести до 160 лошадиных сил, и они не попадают под новые поправки по утиль-сбору. И все эти кроссоверы можно примерно приобрести в пределах 2 миллионов рублей. Ну, за исключением Hyundai Casper, он будет еще дешевле, потому что ну, там и сам кроссовер поменьше, и двигатель литровый, то есть растаможка будет намного-намного выгоднее. Теперь давайте пару-тройку моделей из седанов, что же можно привезти из Кореи. Итак, самая популярная, наверное, на сегодняшний день модель это Kia K3. Имеет двигатель 1,6 литра, 123 лошадиных силы. Пользуется тоже популярностью в России этот автомобиль. Выпускался и на корейский рынок, это как Kia K3, и на российский рынок, это Kia Cerato. Да, все его очень хорошо знают. Следующий седан, который можно привезти, это Hyundai Avante. 1,6 литра двигатель, 123 лошадиных силы. Дальше посмотрите, что еще можно привезти от бренда Chevrolet. Chevrolet Malibu. Chevrolet Malibu имеет 1,3 литра двигатель, 156 лошадиных сил на бензиновой версии и 1,6 литра двигатель 136 лошадиных сил на версии дизельной. Вот такие вот, друзья, автомобили можно будет привезти, если все-таки поправки вступят в силу. Поэтому, ну, мне кажется, я сегодня достаточно версий привел в пример, и в прошлом выпуске с Китая, что можно привести. Это далеко не все версии, это я выбрал только самые популярные, те, которые чаще всего запрашивают и которыми больше всего интересуются люди. Конечно же, еще другие автомобили тоже есть с мощностью менее 160 сил, и их тоже можно привести. Поэтому не унываем, не паникуем, выбор все равно будет, и также можно эти все автомобили привезти, заказать. Хочу еще раз вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где я ежедневно публикую различные варианты автомобилей из Японии, Кореи, Китая, которые можно привезти и купить прямо на сегодняшний день. И некоторые модели уже проверенные, то есть по кузову, по технической части. И можно прям сразу же бронировать их и заказывать. Также есть ВК-видео, ВК-сообщество, тоже подписывайтесь. Но если вы хотите заказать автомобили из Кореи, Японии, Китая, то, пожалуйста, пишите в WhatsApp, обращайтесь. На этом все. Спасибо. До встречи.